Всем привет! У меня очередной повод для ремонта. Порвалась фала и как хлыстом разбила фару. Попробуем ее сегодня полечить с помощью эпоксидки и дихлоретана. Посмотрим, что из этого получится. Оставайтесь на канале. Треснувшую фару временно можно заклеить скотчем, ведь он творит чудеса. Но в дальнейшем ее однозначно придется снимать для ремонта или замены. Так как это произошло на Opel Insignia, снимем фару, открутив винт сверху через технологическое отверстие. Также еще один с правой стороны под бампером. Сам бампер придется отстегнуть, открутив 3 винта со стороны подкрылка. Остальные винты откручиваются интуитивно понятно под капотом. Дома разместитесь поудобнее, чтобы фару можно было рассмотреть со всех сторон. Пройдитесь по трещине и посмотрите, чтобы не было сколов и выступающих краев. Для начала промойте трещину с помощью спирта или любого другого растворителя. И хорошо все просушите, например, с помощью фена. Для выполнения процедуры ремонта нам понадобится двухкомпонентный эпоксидный клей для герметизации шва. Обратите внимание в описании, чтобы он подходил для клейки оргстекла и при этом был прозрачным. Конструкционную жесткость мы получим с помощью дихлоретана, так как это сильный растворитель, способный растворять оргстекло. Его с помощью шприца мы будем заполнять в трещину. Помните, дихлоретан – это яд, очень летуч, и никакого открывания с помощью зубов недопустимо. Наберем немного в шприц. И выберем небольшой пробный участок трещины. И начнем заполнять трещину дихлоретаном. Не забывайте нажимать на края трещины, чтобы дихлоретан лучше проникал внутрь. И снова заполняем. Так может продолжаться несколько раз, пока мы не увидим явный эффект склеивания. Вот и результат на небольшом участке. Края явно сплавились, но сам шов еще не застыл и представляется в виде жвачки.
Продолжаем работать с остальной трещиной, заполняя ее дихлоретаном. Обязательно смотрите за эффектом смачивания и проникания дихлоретана внутрь трещин. Для этого не забывайте нажимать на края. Ну и вот что у нас получилось. Виден явный шов от склеивания трещины. Шов образовался в виде небольшого валика, который нужно почистить перед герметизацией эпоксидным клеем. Теперь опять все нужно хорошенько вымыть. Перед нанесением эпоксидного клея трещину лучше с двух сторон обклеить малярным скотчем или изолентой, как сделал я. Эпоксидный клей будем наносить с помощью трубочки миксера. И не забывайте, что время жизни клея после смешивания 5 минут. Очень оказалось удобно работать с одноразовой трубочкой миксером. При оптимальной температуре от 25 до 40 градусов выше нуля.
наконец-то конечный результат после шлифования и покрытия в несколько слоев лака. Полоска, конечно, видна, но она скрадывается после удаления на пару шагов. Кстати, с ней я смог пройти техосмотр, ведь трещина уже таковой не являлась. Ставьте лайки и подписывайтесь. С меня много интересного.